В недавних экспедициях, проведенных в Египте, археологическая команда наткнулась на нечто невероятное. Во время рутинного исследования пирамиды Хеопса ученые заметили странный камень, который, казалось, слегка отличался от других вокруг. Это была дверь, чья поверхность была почти идеально гладкой и покрыта таинственными символами, которые никогда раньше не встречались в этой местности. Ее открытие было столь неожиданным, что оно мгновенно привлекло внимание археологов и историков со всего мира. После нескольких часов тщательного изучения и применения самых современных инструментов, дверь поддалась усилиям исследователей. За ней обнаружился узкий коридор, в котором не ощущалось ни дуновения ветра, ни намека на солнечный свет. Ощущение было такое, будто время здесь застыло, находя свое отражение в слоях пыли и тишине. Исследователи не могли поверить своим глазам, когда шаг за шагом начали спускаться вглубь пирамиды. С каждым шагом давление внутри возрастало, и сердце замирало от предвкушения, что же будет дальше. Секретный туннель вел к громадной подземной пещере, которая по своим масштабам напоминала целый мир, скрытый от глаз человечества. Он был настолько впечатляющим, что команда решила в первую очередь зафиксировать его на пленку для тщательного анализа. Но главной загадкой оставалось: кто же оставил это подземное царство и с какой целью? Ощущение, что они стояли на пороге чего-то величественного, не покидало их. Предстояло еще много историй, которые ожидали своего раскрытия, и за ними таилась неимоверная тайна. И эта тайна только начинала открываться перед их глазами. Запретные технологии древних. Как только исследователи углубились в коридоры под пирамидой, перед ними начали раскрываться детали, которые современная наука не могла объяснить. Они наткнулись на ряд устройств, которые явно не соответствовали эпохе, когда предположительно создавалась пирамида. Элементы, найденные на этих устройствах, были невероятно сложными и напоминали современные интегральные схемы. Лабиринт вел их в сердце подземного комплекса, где они обнаружили целое помещение, напоминающее научную лабораторию. Стены этого зала были покрыты неизвестным материалом, который, как выяснилось, обладает экстремальной стойкостью к воздействию времени. На поверхность были нанесены сложные рисунки, которые могли быть схемами или картами. Исследователи обнаружили металлические конструкции, которые по своей форме и размеру напоминали элементы современных компьютерных систем, но были созданы с использованием принципов, которые современная инженерия только начинает исследовать. Нити из серебристого металла тянулись по стенам, соединяя различные устройства в единую систему. Особенно интересным стало открытие устройства, напоминающего генератор. Оно находилось в центре помещения и было обрамлено символами, похожими на древнеегипетские, но явно отличавшимися от всех известных письмен. Каким-то образом эти устройства выглядели функционирующими, будто они были в ожидании активации. Исследователи оказались в шоке, не в силах понять, как эта древняя цивилизация могла обладать такими знаниями. С каждым новым открытием загадка становилась все сложнее. Каким образом технологии, напоминающие элементы, используемые на высокоуровневых научных станциях, могли существовать в таком древнем месте? Ответы на эти вопросы могли приоткрыть завесу и над другими тайнами, скрытыми в глубинах пирамиды. Археологи в шоке. Необъяснимые артефакты. Глубже погружаясь в лабиринт под пирамидой, археологи натолкнулись на находки, которые не вкладывались в представление о древнем мире. В одном из помещений их взору открылись артефакты, своими формами и материалами бросающие вызов известной истории человечества. На одном из столов, выполненном из неизвестного металла, они обнаружили орудия, схожие с хирургическим инструментарием. Эти предметы были изготовлены с поразительной точностью на уровне современных медицинских приборов и были созданы из сплава, который не поддавался анализу. Однако не только предметы на столах оставили археологов в недоумении. На стенах помещения были помещены панели с изображениями и знаками, напоминающими голограммы. Они светились слабым мерцающим светом, словно подчеркивая что-то важное. При ближайшем рассмотрении исследователи заметили, что панели как будто бы реагировали на присутствие человека, меняя свой рисунок или оттенок, словно приглашая расшифровать их скрытую информацию. Эти изображения выглядели как некий древний код или язык, не похожий на известные алфавиты. Но, пожалуй, наиболее шокирующей находкой стал полупрозрачный куб, внутри которого, казалось, витало голубоватое свечение. Этот артефакт обладал магнитным полем, которое откликалось на прикосновение, создавая иллюзию неосязаемости. Археологи не могли объяснить, как это возможно, ведь у них не было ни электроники, ни батарей, ни привычных нам источников энергии. Эта находка явно не вписывалась в традиционные представления о древних артефактах и была не просто загадкой, а вызовом для науки. Каждый найденный предмет прибавлял новые вопросы, расширяя понимание о том, что скрывает подземный комплекс.
Где-то здесь должна была крыться разгадка всех загадок, и они были полны решимости докопаться до истины, тем более, что каждый новый поворот в этом приключении только приближал их к ключевым тайнам древней цивилизации. Загадочные изображения на стенах. Продвигаясь дальше по загадочному лабиринту, исследователи наткнулись на стены, покрытые таинственными изображениями. Эти рисунки были не просто набором символов, но настоящими картами, представляющими собой сложные диаграммы. Изображения изображали сцены, которые невозможно было связать с известными культурами Египта. На одной из стен была изображена огромная сфера, окруженная звездами и линиями, соединяющими их в сложные узоры. Это напоминало нечто вроде звездной карты или, возможно, навигационной схемы. Далее на стенах следовали изображения людей и существ, которых археологи никогда раньше не видели. Чудовищные фигуры и странные пейзажи казались из иной реальности, будто художник пытался передать знания, выходящие за рамки нашей планеты. Образы выглядели очень современно, словно они были нарисованы с использованием технологий, подобных голографии. В некоторых местах изображения создавали иллюзию движения, словно оживая в присутствии света. На другой стороне коридора располагались схемы, напоминающие чертежи сложных устройств. Археологи предположили, что это могло быть руководство к использованию обнаруженных ранее артефактов, таких как металлические конструкции и загадочный генератор. Изображения на стенах содержали древние символы, которые не поддавались дешифровке, но их расположение указывало на то, что они имеют техническое или математическое значение. Эти стены были не просто носителями искусства, они представляли собой архив знаний и технологий, выходящих за пределы человеческого понимания. Археологи осознали, что перед ними открывается нечто большее, чем просто историческая находка. Перед ними были ключи к разгадкам, которые могли перевернуть наше представление о времени и развитии цивилизаций. Что же означают эти изображения и как они соотносятся с артефактами, найденными в глубинах подземного комплекса? Ответы ждали впереди, и у археологов не было сомнений. Они шаг за шагом приближались к великой тайне, скрытой веками. Исчезнувшая цивилизация. Кто они? Такие исследователи начали анализировать найденные изображения и артефакты, чтобы понять, какая цивилизация могла стоять за их созданием. Множество гипотез возникло сразу, но ни одна не казалась достаточной для объяснения всей сложности и точности обнаруженных структур и технологий. Некоторые ученые предположили, что это могла быть цивилизация, еще более древняя, чем все известные нам культуры, исчезнувшая задолго до Древнего Египта. Эти люди, очевидно, обладали знаниями в области математики, инженерии и энергетики, значительно превосходящими все, что было известно в их время. Их умение работать с металлом, создавать сложные системы связи и энергетические установки не могло быть плодом случайного открытия. Их технологии заставляли задуматься о контактах с иными мирами или о выходе за пределы нашей планеты. Исследователи также обратили внимание на то, что найденные символы и рисунки не имели аналогов в известных языках, что делало их расшифровку практически невозможной на текущем этапе. Возможно, ключ к разгадке исчезнувшей цивилизации скрыт в секретах, заключенных в артефактах и изображениях, и их изучение будет продолжаться годы. Но что же стало причиной исчезновения этих людей? Были ли они поглощены катастрофическим событием или покинули свое обиталище, отправившись в неизведанные края? Не имея ответов, исследователи могли лишь догадываться, как и почему эта невероятная цивилизация исчезла, оставив после себя такие поразительные свидетельства своего существования. Каждое новое открытие приближало их к истине, и они были полны решимости продолжать поиски. Производственно-строительная компания ПО «Система» предлагает уникальные решения в сфере модульных быстровозводимых зданий. По желанию заказчика можно сделать модуль любого типа, от обычного жилого до санитарного или модуля контрольно-пропускного пункта, а также размер здания определяет только заказчик. Более подробно про ПО «Система» вы можете узнать по ссылке в описании. Механизмы, опережающие время. На фоне этого загадочного и древнего подземного комплекса археологи наткнулись на настоящую техническую сенсацию. Таинственные механизмы, которые явно опережали свое время. В массивном зале они обнаружили устройство, напоминающее сложную систему шестерен, шкивов и рычагов, которые, словно часы, с математической точностью взаимодействовали между собой. Эти механизмы находились в почти идеальном состоянии, без следов ржавчины или износа, как будто они были изготовлены всего несколько лет назад. Но это было лишь начало. В одной из камер исследователи нашли конструкцию, напоминающую современное транспортное средство. Она была выполнена из материала, который не поддавался обычным методам анализа и, несмотря на тысячелетнюю историю, сохраняла первозданный вид. Внутри этой конструкции находилась панель управления с символами, не имеющими аналогов в известных языках, и рычагами, чья функциональность оставалась загадкой. Кроме того, исследователи обнаружили цилиндрическую колонну с сеткой из кристаллов, соединенной с сетью проводов, пронизывающих зал. Эти провода
расположенные на стенах и потолке, образовывали сложный узор, возможно, представляющий вычислительную сеть или энергетическую систему. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что кристаллы внутри колонны могли служить накопителями энергии, но каким образом их активировать, оставалось неизвестным. Эта находка дала неожиданный поворот исследованию. Казалось, что древние обладали знаниями в области электроники и энергетики, далеко опережающими даже нынешний уровень науки. Каждое новое открытие вызывало больше вопросов, чем ответов. Как могли древние умельцы создать такие сложные и долговечные механизмы? Может быть, это знание было утеряно или скрыто? Археологи понимали, что их ждут новые сюрпризы в таких глубинах, и были полны решимости открыть тайны, которые веками ускользали от человечества. Энергетическая станция прошлого. Подземный комплекс, скрытый под пирамидой, открыл перед археологами одну из самых невероятных тайн древнего мира — энергетическую станцию, которая задолго до появления современных технологий производила и распределяла энергию. В центре одного из помещений находилась конструкция, напоминающая массивный генератор, где были расположены цилиндры из неизвестного металлического сплава, практически не поддающегося времени. Эти цилиндры, окруженные спиралевидными проводниками и узорами из неизвестных материалов, выглядели как часть сложного механизма, способного аккумулировать и преобразовывать энергию. Проводники, тянущиеся от генератора, казалось, образовывали сеть, простиравшуюся по амфитеатру, подключая различные устройства и механизмы, ранее найденные в комплексе. Эти провода соединяли уникальные панели управления, которые реагировали на прикосновение и излучали слабый свет, указывая на то, что древние мастера использовали их для управления этим сложным устройством. Возникающие световые иллюзии на панелях создавали видимость голографических изображений, объяснить которые современная наука пока не в силах. Археологи и инженеры, работавшие над расшифровкой этой технологии, были ошеломлены тем, что энергетическая станция, вероятно, использовала иные принципы, чем привычная нам электрическая сеть. Некоторые из исследователей предположили, что она могла работать на основе принципов, схожих с использованием земного или космического магнитного поля. Это невероятное открытие стало настоящим прорывом в понимании того, как древние цивилизации могли использовать энергию не только для освещения и обогрева, но и для более сложных задач, возможно, даже поддержания жизни или связи на расстоянии. Наличие такой технологической инфраструктуры в эпоху, когда, как считалось, человечество только начинало осваивать основы инженерии, вызвало оживленные дискуссии среди ученых. Это открытие стало отправной точкой для новых исследований, которые могли бы навсегда изменить наше представление о древней истории и уровне развития древнейших обществ. Тайны, которые оставались скрытыми на протяжении тысячелетий, начали открываться, и археологи были решительно настроены раскрыть все секреты, которые скрывала эта подземная сокровищница. Сквозь время и пространство тайные знания. По мере углубления в подземный комплекс, исследования привели команду к одному из самых впечатляющих открытий — библиотеке знаний, хранящей тайны сквозь времена и пространство. В зале с высокими потолками и стенами, усыпанными разнообразными символами и кодами, исследователи обнаружили ряды стеллажей. На них, в отличном состоянии, несмотря на тысячелетия, лежали таблички и свитки, выполненные из неизвестного материала, напоминающего комбинацию металла и кристалла. Тексты, нанесенные на их поверхность, излучали слабый свет и меняли оттенки при приближении исследователей, словно реагируя на присутствие человека. Внимание археологов привлекали изображения, напоминающие звездные карты, математические формулы и сложные схемы. Эти находки заставили предположить, что речь идет о хранилище не только астрономических, но и инженерных знаний. Некоторым удалось идентифицировать символы и узоры, указывающие на понимание атомной и квантовой физики, далеко опережавшее свое время. На одной из стен находилась панель, напоминающая интерактивный дисплей, с которой можно было взаимодействовать. Простое прикосновение активировало цепь событий. Изображения на стенах оживали, демонстрируя процессы и принципы, еще не изученные современной наукой. Археологи подозревали, что это своеобразное руководство по использованию технологий, оставленных древними строителями. Это открытие послужило подтверждением гипотезы о существовании цивилизации, владевшей знаниями, недоступными современному человечеству. Неожиданностью стало и присутствие в библиотеке кристаллов, которые, как предполагали, служили устройствами для хранения и передачи информации. Их сложное внутреннее устройство приводило в изумление, оставляя открытым вопрос о том, как древние могли создать такие совершенные средства коммуникации. Эти кристаллы могли быть носителями колоссального объема данных, содержащих тайны, которые могли бы изменить нашу текущую реальность и понимание истории.
Являясь ключом к постижению тайных знаний, эти находки давали возможность заглянуть в прошлое, осознав масштабы утерянных цивилизаций. Каким образом это знание оказалось доступно древним и почему оно было оставлено без внимания на протяжении тысячелетий? Эти вопросы волновали исследователей, побуждая их к новым исследованиям и предположениям. Каждое открытие усиливало понимание, что их миссия выходит за рамки исторического исследования. Они раскрывали пазлы, напрямую связанные с нашей судьбой и будущим. Генетический код древних. Пока археологи продолжали свои изыскания, они натолкнулись на нечто, что, по их мнению, могло объяснить удивительные достижения древней цивилизации. В одном из самых удаленных помещений комплекса было обнаружено место, напоминающее лабораторию биотехнологий. В центре находился странный, но завораживающий объект – саркофаг из прозрачного материала, внутри которого находились останки человека, сохранившие поразительную целостность. Характерной чертой было то, что останки были обрамлены тончайшими нитями, похожими на современные оптические волокна. Благодаря современным методам генетического анализа исследователи смогли извлечь образцы древней ДНК и начали их изучение. К своему удивлению, они обнаружили, что геном этого древнего человека содержал уникальные последовательности, не встречавшиеся ранее. Эти генетические маркеры могли указывать на наличие генной инженерии, свидетельствуя о том, что древние обладатели технологий могли модифицировать свой код на уровне, недостижимом даже для нас. Это открытие стало настоящей сенсацией, ведь оно предполагало, что древняя цивилизация не только развивала механические и энергетические технологии, но и могла влиять на биологию. Внимание привлекли и обнаруженные поблизости устройства, выглядевшие как медицинское оборудование. Они имели панели с символами, которые, как оказалось, могли управлять различными функциями устройства. Это оборудование, судя по всему, использовалось для сложных операций над генетическим кодом. Исследователи предположили, что древние люди, возможно, вовлекались в эксперименты по улучшению своих способностей, что могло объяснить их уровень знаний и навыков. Погружение в тайны генетики древних не только расширило понимание их технологий, но и задал вопросы о том, как эти знания могли повлиять на развитие человечества. С каждым шагом исследования археологи понимали, что разгадка их доказывает, что мы только начинаем понимать истинные возможности древних цивилизаций. Впереди еще много загадок, но одно было ясно. Этот подземный комплекс содержал ключи к тайнам, которые могли изменить наше восприятие истории. Разгадка великой тайны. Наше будущее. Среди находок под пирамидой, перекликающихся с тайнами древности, тайный потенциал этих знаний, возможно, имеет прямое отношение к нашему будущему. Исследователи уже начали видеть намеки на то, как древние технологии могут быть адаптированы в современных условиях. Понимание методов управления энергией, которые использовали древние, может открыть двери к новым источникам энергии. В то время как современная наука все еще борется за создание устойчивых и мощных энергетических систем, подземный комплекс демонстрирует возможности использования природных сил, столь же эффективных, как и экологически чистых. Открытие секретов древних генетических исследований также проливает свет на будущее медицинских и биотехнологических разработок. Ученые рассматривают возможность использования этих данных для ускорения развития генной инженерии, что позволит улучшить здоровье и продлить жизнь. Могут быть введены новые стандарты медико-биологической безопасности, технологии, базирующиеся на древних знаниях, могут изменить подход к лечению и профилактике заболеваний. Дополнительно понимание технологий, взаимодействия и передачи данных между устройствами в подземном комплексе открывает горизонты для создания новых информационных систем. Современные инженеры и ученые стараются адаптировать найденные наработки для использования в телекоммуникациях и компьютерах. Подобные системы могут значительно ускорить процесс обмена информацией, улучшая эффективность взаимодействия между различными устройствами. Таким образом, исследования, начатые в глубинах пирамиды, ведут нас к переговорам о новой эпохе технологий и науки. Каждый шаг, который мы делаем к разгадке этих древних тайн, приближает нас к возможному прорыву, который изменит наше восприятие возможностей человека и его места в этом мире. Тайная дверь в прошлое, открытая учеными, стала мостом в будущее, полное возможностей и открытий, которые только начинают приходить в наше поле зрения.